Сегодня у нас в выпуске самый настоящий готический портрет таинственного артиста. На обзоре пластинка Tiny Tim'a God Bless Tiny Tim. Tiny Tim или Крошка Тим, если перевести его на русский. Ну и соответственно название пластинки переводится как «Благослови Господь Крошку Тима». Фрик, придурок, идиот, юродивый, клоун, писклявый кретин. Как только этого артиста не обзывали, но он упрямо шел дальше, давая концерты и выпуская альбомы. У нас типичный пример исполнителя, который шел к своей мечте и попутно воплощал ее в жизнь. Как он рассказывал сам о себе в телеинтервью Ллойду Кристмасу: в моих планах выучить где-то порядка 2000 песен и иметь их в своем собственном репертуаре. Да, я знаю, что я многим не нравлюсь, но все же большая часть меня обожает. Итак, представьте, последние моменты 60-х годов окутаны в туман мистики, искусства и вдохновения. В этот период среди культовых артистов выделяется фигура Tiny Tim'a, музыканта, чей дебютный альбом God Bless Tiny Tim пронизан нотами эксцентричности и готической интриги. На первый взгляд он может показаться всего лишь владельцем выдающегося фальцета, но это лишь начало глубокого погружения в его творческую вселенную. Tiny Tim, он же Герберт Кхари, славился своим фальцетом, но в God Bless он продемонстрировал просто потрясающий вокальный диапазон. Он переходил от высоких нот фальцета к баритону, создавая уникальные моменты, например, воображаемые дуэты. Стоит отметить, что ни одна из песен на альбоме не написана самим Tiny Tim'ом. Он добавляет к ним лишь свою эксцентричность. Вторым по силе оружием Tiny Tim'a после своего голоса была его верная укулеле. Этот маленький инструмент оказывает значительное воздействие, особенно когда сопровождается оркестром. Tiny Tim продемонстрировал свое вдохновение тихоокеанской музыкой, а в некоторых песнях можно в деталях услышать прекрасное звучание его укулеле. Это добавляет этакой островной атмосферы. Альбом представляет собой смесь различных музыкальных стилей, включая поп, ретро и винтажные мелодии. Он отличается удивительной музыкальной многогранностью, где Tiny Tim играет разные роли в каждой песне, включая женский и мужской вокал. Необычность альбома заключается также в его аранжировках, которые подверглись экспериментам и даже включают элементы психоделики. Некоторые песни, например, просто поражают своей гипнотической атмосферой, смешивая порой грувовое звучание с мрачным органом. Кстати, Tiny Tim действительно выглядел чудаковато, это еще мягко сказано. Представьте яркий костюм, иногда бабочка или пышный бант, длинные набриолиненные волосы, огромный пакет сумка, в которой лежит укулеле. В Соединенных Штатах Америки Tiny Tim'a либо любят, либо остро ненавидят. Среди тех, кто ненавидит, особенно превалируют те, кто просто терпеть не может его фальцет и особенно его укулеле. Это даже несколько раз обыгрывалось в телевизионных шоу. Ну как? О, гораздо лучше. Постарайся быть расслабленным. Вот так. На цыпочках к окну. Под окно, туда, где буду я. Пойдем на цыпочках через тюльпаны вместе со мной. Прошу прощения. Да, такое частенько случается. Отметить, что песня Tip to the Tulips из альбома God Bless Tiny Tim использовалась в саундтреке к фильму «Астрал», что добавило в наше время артисту новых поклонников и внимания к его творчеству. Кроме того, песня Living in the Sunlight была использована в одной из первых серий популярного мультсериала «Губка Боб. Квадратные штаны», подчеркивая универсальность и признание музыки Tiny Tim'a.
Сам исполнитель также снялся в фильме ужасов, а именно в фильме Blood Harvest 1987 года, где он исполнил роль жнеца. Это подчеркивает его готическую натуру и его способность погрузиться в атмосферу жуткой истории. Интересно читать в интернет разнообразные реакции на этого исполнителя и его музыку. Невероятно, что его творчество может вызывать столь яркие эмоции у людей. Это свидетельствует о том, насколько уникален и эксцентричен был Tiny Tim в своем жанре и исполнении. Его фальцет и игра на укулеле действительно могут быть непривычными для многих, и это может вызывать как восхищение, так и недоумение. Альбом God Bless Tiny Tim остается уникальным музыкальным произведением, которое несет в себе множество неожиданных элементов и продолжает вдохновлять новые поколения артистов и поклонников такой вот необычной и, можно сказать, готической музыки. Но я с вами прощаюсь до следующего выпуска, и в заключение мы послушаем коротенькую жемчужину с этого альбома. Да, конечно же, это песня Tiptoe Through the Tulips. Слушаем.